Всем привет! Возвращаюсь к вам с макраме с сумочкой в виде сердца. Сплету ее из хлопкового шпагата 5 миллиметров. Размеры видите сейчас на экране. Она достаточно маленькая такая, но очень интересная. Длина ручки 110 см получилась у меня, но можно будет отрегулировать. Я взяла такой вот аппликатор Кузнецова у меня был, и в него очень хорошо вставляются иголки. И нам потребуется 32 отрезка по 110 сантиметров. Вот, но для начала можно и 16 отрезать, потом еще 16. Складываем их напополам и делаем так, как показано у меня на видео. И вы можете взять любую другую подушку, либо как-то на кресле вот так вот фиксировать на весу, потому что это очень неудобно. Вот, и мы для начала делаем квадратный узелок. Если вы с ним не знакомы, то переходите на мое занятие по узлам моего курса бесплатного на YouTube, ссылка под видео. Если вы знакомы, то плетем. Также еще можно посмотреть на мои руки, как я плету, и сотворить то же самое. И у вас получится 2 квадратных узелка, как и у меня сейчас на видео. Так, когда у нас готовы 2 узелка, берем один отрезок, опять складываем напополам и будем добавлять его к уже узлам нашим, также квадратным узелком. Добавляем с одной и со второй стороны, и потом еще раз проделываем то же самое с одной и с другой стороны. У нас должно получиться с вами 3 ряда, такой полукружок. И потом будем создавать точно такой же полукружок, соединять их и получать наше первое сердечко. И для вот первого сердечка нам требуется 16 отрезков, и еще нам нужно будет сделать все то же самое, то же самое сердечко, на которое потребуется еще 16 отрезков, и всего получается 32. Тут сложно запутаться, мне кажется. Мои комментарии, как всегда, излишни. Буду только самые основные ключевые моменты вам помогать, подсказывать. Вот, а так смотрите на видео, и я думаю, что все понятно. Вот мы доделали первый полукруг такой, и сейчас требуется сделать точно такой же. Еще раз складываем все отрезки наши напополам, ну не все, а 8 получается, и создаем то же самое. Потом будем их вместе соединять квадратными узлами. Сегодня нам потребуется только квадратный узел, он довольно простой, и если вы его не умеете, то вы просто научитесь его делать на раз-два, и за это занятие попрактикуетесь и создадите маленький шедевр.
Ну вот, наши два полукружка готовы. Я их опять же фиксирую. И сейчас, как я и говорила, будем соединять. Начнем в центре соединения. 2 нити берем с одного узла, 2 нити с другого. Проделываем опять квадратный узелок. На него нам требуется всегда 4 нити. Ну, иногда можно и 3, конечно, использовать. Вот сейчас мы отойдем одну полоску в бок, как бы поведем этот ряд. И потом его закончим, пойдем в другой ряд тоже. Доделываем. То есть это у нас 4-й ряд квадратных узелков. Мы доделываем до конца, а в конце у нас останется 2 нити, которые мы никуда не вплетаем. Это обязательное условие. И все последующие ряды у нас будут 2 нити всегда уходить. И у нас будет, мы как бы треугольник как будто будем плести, который будет сходиться к концу, где будет всего лишь 1 узелок. Вот сейчас как раз переходим к 5-му ряду. 2 нити сбоку я отложила и проделываю 5-й ряд, начиная с правой стороны, иду налево и делаю узелки. Потом я 6-й ряд, и каждый раз будут уменьшаться наши узелки, пока мы не сойдемся к одному. Как я и говорила, мы сошлись к одному узелку, и нам требуется создать еще одно такое сердечко, то есть те 16 нитей, которые вы отрезали или нет, но дополнительно их используем и плетем еще одно такое сердечко. А далее мы уже будем соединять 2 сердечка. Вот каким образом фиксирую, да, по краям уголки и начинаю соединять их. 2 нити беру от одного сердца и 2 нити от другого. Соединяю их. А далее пойду по диагоналям вниз, влево и вправо. Каждый раз вот я делаю узелок из 4 нитей, и потом левые 2 нити беру и опять делаю с другими 2 левыми нитями узелок. И так дохожу до конца, и у меня опять остается 1 узелок. С другой стороны проделываем точно такую же диагональ, а потом мы еще раз будем делать соединительный узел в центре и опять проведем диагональ влево и вправо.
Две наши диагонали первые готовы. Сейчас опять делаю соединение в центре. 2 нити с одного, 2 нити с другого узла. И опять поведу в правую и в левую диагональ. Так, показываю вам. Очень ускоренно. Чуть-чуть покажу, и дальше, я думаю, вы сможете сами это сделать. То есть по 2 раза, по 2 диагонали у нас должно быть, и у нас от этого даже вырастет наше сердечко. Я проделала по 2 диагонали, и сейчас буду уже соединять как бы в круг, да. Как я это делаю? Точно так же, как мы соединяли и в первый раз 2 наши части. Беру вот эти 2 боковые нити с одной и с другой стороны, делаю квадратный узелок, и точно так же у меня пойдут диагонали в одну и в другую сторону. Это будут первые диагонали, а потом, естественно, нужно будет опять сделать в центре квадратный узелок и повести еще одни диагонали, то есть по 2 диагонали, полностью зеркалим то, что мы делали на прошлой стороне. Надеюсь, вы это понимаете. После того, как соединили, нам нужно проделать как бы донышко наше. Если вы плели мои сумки, то вы знаете, вот такой пример я часто использую. Беру вот 2 нити, которые у меня сверху лежат, потом беру 2 следующие за ними нити и делаю на них квадратный узелок, очень хорошо затягивая. Сделала, отложила эту нить. Беру следующие нити и опять на эти 2 нити делаю квадратный узелок. И таким образом у меня будет создаваться донышко. Хорошо подтягивайте, чтобы донышко было не дырявым. И мы проходим так все нити до середины. У нас должно получиться 15 квадратных узелков на вот этих вот 2 нитях. 15 с одной стороны и 15 с другой стороны. То есть мы дойдем до середины сердечка нашего таким образом. И с другой стороны мы также возьмем 2 центральные нити и их оплетем полностью квадратными узелками, которых будет 15, 15 с одной, 15 с другой. Вот, и наше донышко будет закрыто таким способом. Подтягивайте, не забывайте, чтобы не было дырочек.
С двух сторон я полностью все закрепила, надеюсь, у вас тоже получилось. И сейчас вот две центральные нити, которые у нас шли, одной из них сделайте просто квадратный узелок поверх другой. И это у нас будет фиксация как бы центра. После этого наша сумочка готова. Еще внутри можно сделать кнопочку, чтобы она не открывалась, но у меня в моем творческом уголке не оказалось такой кнопочки. Дальше еще требуется нам подрезать и вот оставить либо с бахромой, либо полностью отрезать бахрому, вывернуть сумочку, и как бы она получится без бахромы. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть. Я не смогла определиться, попросила помощи в Инстаграме, и многие проголосовали за то, чтобы я оставила с бахромой. И мне тоже на самом деле как-то больше с бахромой нравится, интересней выглядит. Осталось дело за малым — сделать нашу ручку. Я отрезала 3 отрезка по 1,5 метра, 150 сантиметров, и сейчас плету просто обычную косичку. Вверху сделала узелок со всеми этими нитями. Плету сейчас обычную косичку до конца. У меня получилась длина 110 сантиметров, как раз чтобы через плечо перекинуть. А далее крепеж будет этой ручки у нас за боковые стенки сумки. Каким образом? Одну нить центральную вывожу вот под узелком, а двумя другими поверх делаю квадратный узел. Вот как раз из 3 нитей квадратный узелок. Делаю его с одной и с другой стороны. Если вы как-то по-другому хотите зафиксировать, то пожалуйста. Ну вот, я зафиксировала ручку, лишние отрезки можно отрезать. Бахрома выглядит потрясно, когда особенно вот так вот расчешешь ее ровненько. Сумочка наша готова. Надеюсь, вам понравилось. И так как макрамы давно не было, то вот радую вас. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И встретимся в новых видео. Всем пока-пока. Пишите, как вам сумочка.